Когда мы слышим слово «средневековье», мы сразу представляем грязь, дикость, ужасающие казни и тотальный мрак. Но правда в том, что большинство того, что вы знаете, ложь. Этот период вовсе не был темными веками, как его часто показывают в фильмах и сериалах. Сегодня мы разберемся, где миф, а где реальность, и многое вас удивит. Один из самых популярных стереотипов – люди в средние века якобы жили в полной грязи. Нам показывают вонючие города, мусор на улицах и людей, которые не знали, что такое гигиена. На самом деле все было куда сложнее. Да, санитария была далека от современной, но люди мылись. В Европе существовали бани, общественные купальни, небольшие моечные комнаты. Использовали мыло, и не кустарное варево, а вполне нормальные составы для своего времени. Стирка белья – обычная бытовая практика. В богатых домах была отдельная посуда, тканевые салфетки, гигиенические ритуалы. Разумеется, были бедные районы, где действительно было грязно. Но превращать все средневековье в сплошную свалку – это миф. Реальность намного цивилизованнее, чем принято думать. Следующий миф. Люди в средние века были необразованными, примитивными и несмышленными. Но это неправда. Да, крестьянская масса часто была неграмотной, как и в большинстве эпох до XIX века. Но элита, духовенство, чиновники, ученые имели высокий уровень образования. Именно в Средневековье возникают школы, развивается система обучения, появляются первые университеты Европы. Парижский университет, Болонья, Оксфорд – это все Средневековье. Создаются библиотеки, ведутся научные записи, переписываются книги, развивается философия, медицина, астрономия. Это не эпоха тупости. Это время, когда закладывался фундамент европейской науки. Третий популярный страх – Средневековье якобы состояло из бесконечных казней, дыбы, костров и пыток. Да, наказания существовали, да, они могли быть жестокими. Но представление о тотальном терроре сильно преувеличено. На самом деле, большинство людей занималось обычной жизнью, работали, строили дома, торговали, воспитывали детей. Казни были событием, а не ежедневной рутиной. Государства существовали, законы работали, судебные системы развивались. И снова кино и популярная культура преувеличили мрак ради зрелищности. Реальность была намного спокойнее, чем нам нравится представлять. Если отойти от мифов, мы увидим другую картину. Люди смеялись, любили, боялись, мечтали, так же, как и сейчас. Города жили торговлей, ремесленники создавали потрясающие вещи руками, рынки были шумными и яркими, праздники собирали целые поселения. Музыка, танцы, традиции – это живая, человеческая эпоха, а не бесконечный кошмар. Средневековье – это не только войны и короли, это миллионы обычных людей и их повседневная жизнь. Так почему же мы так ошибаемся? Почему Средневековье воспринимают как темные века? Ответ прост. Этот образ был создан. В эпоху Возрождения и Просвещения нужно было показать себя высшей ступенью развития. Чтобы возвысить новое время, нужно было унизить старое. Так появляется пропагандистская идея варварского средневековья. Позже ее подхватывают литература, культура и, конечно, кино. Там, где правда сложна, миф
проще и драматичнее. И вот уже целая эпоха превращается в страшную сказку, которой на самом деле не было. Средневековье было разным, иногда жестоким, иногда удивительно прогрессивным, но точно не таким мрачным и примитивным, как его часто показывают. Если этот разбор помог вам взглянуть на историю по-новому, поддержите канал. И хотите продолжения темы, напишите в комментариях слово «Средневековье», и мы разберем еще больше мифов.